Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк 4 уровня, французский Б1, вот, а прокачиваем проходная ветка. Вот такой вот бутузик, да, злой, страшный, наверное, брони кучи. И уже по сложившейся традиции сразу, конечно, предлагаю пойти посмотреть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот наш Б1. Давайте корпус смотреть. НЛД у нас 88, и очень неплохо. ВЛД 74, вверху 77. Вот здесь вот все, что связано, люк мехвода у нас 46, рядом вокруг него 61. Пушка у нас вот такая вот 45, 49, 65. То есть вот такая дыра вообще, куда этот танк легко убивается. Тут с края 81. 105, 108 доходит ВЛД вверху. Под башней полоска 62. Сама башня 63, вот здесь 75, щеки 99, крепкий рикошет, тут все круто. Маска орудия 92, вокруг маски все хорошо, 97. Внизу такая дырка тут есть под прям пушкой 31, так-то 93. Ну и, конечно, огромный люк 46, по краям 55. Боковое бронирование 60, может ли он танковать от борта? Ну, он это может делать идеально. Как для 4 уровня вот такое бронирование 60 миллиметров. Понятно, что от борта мы танкуем от бога. Но есть вот такая огромная вот дыра в корпусе. Вот такая вот огромная дыра в корпусе. Есть, можно стрелять под башню. Ну и просто огромный люк вот с таким бронированием. Ужасно. Так, с броней разобрались, она одновременно есть, что касаемо от борта, но остальное такое себе спорное. Нам предлагается 3 пушки, нас интересует топовая пушка с бронепробитием 66-98 голдой, альфа 55, а у нас тяжелый танк. И, честно говоря, смотря на такие цифры, плакать хочется, потому что мы будем попадать в бои к пятеркам, к примеру, КВ там один, там подобные, да, и как их пробивать вот с таким бронепробитием, а особенно альфой, и знаем, что у нас нет сильной брони, как у тяжелого танка, нам в ответочку прилетит, это, конечно, такое. Вот, заряжается пушка быстро, 2.1, разброс нормальный, время сведения супер комфортное. Ой, прошу прощения. Так, по рациям всегда рекомендую качать и даже не заморачиваться, чтобы стрелять по засвету ваших союзников, либо по вашему будут стрелять. 710 на стоке 290, ну более чем в 2,5 раза дальность больше, что-то даже говорить. Танк тяжелый, соответственно на стойке у нас по двигателю 180 лошадей, здесь у нас 350, вы представляете, в 2 раза. Поэтому качать однозначно. Ну и, конечно, ходовой, чтобы на месте крутился. Этот танчик половчее. По снаряжению. Я считаю, разумно здесь комплект только один. Это, конечно, турбина, потому что танк тяжелый, медленный. Это улучшенная закалка, чтобы нам гусеницы поменьше сбивали, и ХП нам это прибавит. И вентилятор. Другого на 4-м левеле нормального мы себе больше ничего не можем позволить. По снарядам, основной снаряд у нас ББХ летит 885 метров в секунду. Голда у нас подкол, подкалиберный, 1100. Офигенная скорость полета, отстреливать подвижные цели самое оно. Вот, по снаряжению. Ремка, конечно, аптечка, огнетушитель. Но у меня экипаж, я не переобучил на этот танк, я снял с 9-ки французской, поэтому я себе позволил поставить допаек, чтобы компенсировать вот эти потери. Вот, экипаж, 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевое братство. Далее качайте, как показано в таблице. Вот, по пушке у нас минус 13 УН, и это просто великолепно. Просто великолепно. Вот, по живучести 720 хп, и как для 4 уровня, это тоже хорошо. Незаметности у нас нету, обзор у нас
332 метра, но у меня штраф за командира 24. Так было бы 356. Плюсы танка. Броня есть, но есть много уязвимых зон. Особенно вот этот огромный лючок, вот эта пушка, люк мехвода. Вот. По подвижности, как ни странно, вот мы сейчас откроем, да, 12, там, почти 13 лошадей на тонну, 34 вперед. На месте танк очень бодро крутится. Вперед свою максималку, как ни странно, тоже достаточно неплохо набирает. Вот как для тяжелого танка. По пушке это минус. Минус почему? Ну, если отстреливать средние легкие танки, плюс. Но мы же будем бороться против тяжелых. Такая альфа, такое бронепробитие, ну, это минус стопроцентный. Вот. Незаметности нет, стопроцентный минус. Мы просто огромные, в нас легко попадать, стрелять, потому что танк гиперогромный. Вот. И предлагаю уже отправляться в бой, пощупать Б1, что он из себя представляет, как на нем играть и вообще, что это за какашка. Либо хороший танк. Погнали. Так, попали мы на тундру, попали к 5 левелам. У нас обзор танка Б1, Франция, тяжелый танк 4 уровня. Проходная прокачиваемая ветка. Вот. КВ-1. КВ-1 это круто. Включаем голду, да. Броня у нас, конечно, стрёмная. Особенно лючок на башне. Против КВ-1 крайне тяжело, я думаю, будет воевать. Но мы постараемся. Надо идти при поднятом настроении. Подвижность турбины хорошая, как для тяжелого танка. Крутится на месте вообще. Просто. Здравствуйте, коллеги. Так. Ну-ка. Вот так, а пусть я ниже плинтусы. Понятно вам? Или нет? Старались весь день. Молодой, горячий. Это тебе сюрприз. Уничтожу тебя моральное. Следующий. Сейчас у меня все отхватите по одному. Зацепили от землю. На! Не все так просто, ребят. А где луч? Где этот задрот мелкий? Так, о, Насяльника пришел. насяльника прицел. Я не разбираюсь. Что-то настреляли. Не будем атаковать. Ну его нафиг. Оп. Спрятались. Я не
я же охранник. Я же охранник, да. О, это было хорошо. КВ-1 от башни играет, это плохо. Нам там делать, ловить нечего. Ё-моё, чё, у нас всего лишь 500 суммы урона, так не пойдет. Поехали, посмотрим. Других вариантов не было. Сюрприза не получилось. Нет, я просто все перепутал. Ты нарик ты, что ли? Ну, не совсем верно. Точно! Говно! Крути динамо, понял? Базаром она фильтруй! 3 рожка зарядил. Тра-та-та! Задержать не удалось. Отлично. Повоевали. Ну чё, парни, косарь дали против пятерок. Не, конечно, против КВ-1 это не танк. В первую очередь из-за своей пушки. Мы не способны наносить какой-либо вменяемый урон. Даже голдой, к сожалению. Ну куда ты поехал, друга? Ну все, даже больше не постреляем. А так хотелось. Шпили-выли делать будем. Короче, раскусил эту тему. Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Поздравляю вас, ребята. Всё, победа. Преступление раскрыто. 1200 суммарного урона. Но подвижность хорошая, на месяц крутится хорошо, а броня спорная, пушка очень слабая. Очень слабая. А мы тяжелый танк и часто вынуждены просто перестреливаться против тяжелых танков. Но имея такое альфу и такое бронепробитие, это зачастую будет просто невозможно. Да, как попадаете к четверкам и там к тройкам, это нормально играться будет, как попадаете к пятеркам, вот как сейчас КВ-1. Я даже ему в борт и сзади практически очень мало наносил урона. Вот тут сколько ребята настреляли. Ух, красавец. О, команда, прям реально хорошая команда. Ребята, кто катал на таком танке, у кого есть в ангаре, пишите ваши комментарии, какое вы ставите оборудование. Но я считаю, что первые 2 модуля однозначно должны стоять, а вот вместо 3-го иногда можно себе позволить побаловаться, поставить просветленку. Просто обзор хотелось бы иметь больше, потому что я тут в упор танки пропадали. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.